Всем привет! С вами Туся, и мы продолжаем серию роликов про наш университет РГГУ. Сегодня мы вам расскажем про наше студенческое общежитие. И начнем мы с общежития, которое находится на территории главного здания нашего университета. Данное общежитие коридорного типа, и предназначено оно для иностранных студентов, а также студентов по обмену. Привет! Как тебя зовут и откуда ты к нам приехал? Привет, я Алессандро, я из Италии. Ты приехал к нам по обмену, правильно? Да, я приехал по обмену. Я бы хотела тебе задать несколько вопросов о жизни в нашем студенческом общежитии. И первый вопрос – это: возникли ли у тебя какие-то барьеры и трудности в общении с русскими ребятами и с другими иностранцами? Я думаю, что барьер не были. Как раз я приехал сюда, мне сразу помогали, наша Ева сразу помогала мне, как раз я встретился с ней, и это было очень приятно. И все студенты, которые там жили, они сразу познакомились со мной, и вообще, на 8 этаже, где я живу, там был прикольно. То есть все ребята очень дружелюбные, всегда готовы прийти на помощь. Да. С языком были какие-то проблемы? С языком, да, могут быть проблемы, но потом мы их ищем, поскольку мы изучаем языки. Мы попробовали впервые на русском, потом на английском. В конце концов, мы всегда понимали друг друга. Второй вопрос. Были ли у тебя какие-то ожидания, когда ты сюда ехал, и было ли что-то, что ты не ожидал увидеть в общежитии? Неожиданное, например, что в каждом этаже есть чайник. У нас в Италии, у нас нет так много чайников, вы так много чая пьете, но неожиданно с другими нет. Тебя другие ребята приучили пить чай? Да. После каждого приема пищи? Я научился, что пить чай это очень важно. В каждом моменте дня чай всегда надо пить. Утром, днем, вечером. То есть, получается, ты даже ознакомился с какими-то культурными моментами нашими. Отлично. Получается, русские ребята часто пьют чай, а что пьют в Италии вместо чая? В Италии мы всегда пьем кофе. Чай мы пьем очень редко. Поэтому, да, вы здесь не так много кофе пьете, и они были, когда у меня есть эта штука, которая на итальянском называется мока, это очень важно. Если у вас будет мока, вы будете пить самый лучший кофе в мире. И когда они видели это, они были: а что это, откуда, от какого мира? Ты с собой привез даже? Да, конечно. Мы все итальянцы, когда мы идем за рубеж, мы всегда берем с собой мока. Получается, происходит в этом общежитии обмен культурными ценностями между студентами. И последний вопрос тогда: чего ты можешь пожелать будущим студентам? Приедете сюда, там было очень приятно, как я сказал в начале, можно встретиться с разными студентами из разных частей мира и из разных частей России. Я встретился с студентами из Узбекистана, Киргизстана и других стран, поэтому приедете и познакомитесь со всеми. Будешь ли ты с кем-то поддерживать связь после того, как уедешь отсюда? Да, думаю, да. Надеюсь, да. Спасибо тогда большое, что ответил на наши вопросы, и удачи тебе. Удачи вам тоже. Привет. Как тебя зовут и откуда ты к нам приехала? Привет, меня зовут Ева, я из Кыргызстана, из города Бишкек. Я задам тебе сейчас несколько вопросов по поводу проживания в нашем студенческом общежитии. Первый вопрос: насколько было трудно ужиться с соседом, с
взрослым человеком? Ну, на самом деле, это было одно из самых тяжелых моментов в общежитии, потому что до того, как ты заселяешься в общежитие, у тебя сразу возникает вопрос, кто будет твой сосед. Но мне повезло, у меня была очень добрая и очень хорошая девочка, несмотря на то, что она была из Монголии и очень плохо знала русский язык, мы все равно нашли общие интересы, и мы очень много с ней разговаривали, даже если что-то нас не устраивало в жизни вместе, мы делились этими моментами спокойно, без агрессии, и поэтому мы подружились с ней. А вообще, когда ты сюда переехала, было как-то трудно адаптироваться? Все-таки ты, получается, жила уже одна? Адаптироваться, ну, было тяжеловато, конечно, да, но были люди, которые мне очень сильно помогли. Угу. Расскажи, пожалуйста, как вы проводите свой досуг в общежитии? Это, наверное, самый интересный момент в общежитии, в жизни в общежитии. Мне кажется, самое главное — это находить здесь друзей, знакомиться с людьми. В иностранном общежитии это еще и лучше, потому что ребята вообще из разных стран, из разных регионов, и постоянно идет обмен культурой, языковой обмен, и досуг мы проводим именно так. У нас еще есть комнаты для общего пользования, и мы можем там сидеть в компании, разговаривать, и, в принципе, так у нас проходит все время вместе в больших компаниях. И последний вопрос. Есть ли у тебя какие-то советы или лайфхаки для выживания в общежитии? Есть один большой лайфхак, да, это ни в коем случае не оставлять свои вещи где-то помимо комнаты. Ни в коем случае на кухне нельзя оставлять моющее средство, потому что буквально на следующий день его не будет. Нельзя оставлять белье в стирке, потому что и твоего белья тоже может не быть, поэтому я теряла очень много вещей своих. Я посоветую ребятам не терять, не оставлять просто вещи за пределами своей комнаты. А по поводу вот душевых, например, или кухни, вы как-то советуетесь друг с другом, в какое время лучше кто займет? Нет, на самом деле у нас такого нет договоренности, потому что, в принципе, душевые всегда свободные. В силу того, что ребят не очень много, и у каждого, почти что у каждого есть своя душевая в комнате, поэтому душевые, они свободны. Мы не записываемся, а кухня, да. Особенно, когда ребята вечером приходят после учебы, на кухне очень много народу, но справляемся. Что сделать? Справляемся. Большое тебе спасибо за ответы. Желаем тебе удачи в учебе. Всего хорошего. Да, спасибо большое. А сейчас мы отправимся с вами на территорию другого нашего общежития, которое предназначено для иногородних студентов. Одно из студенческих общежитий РГГУ находится в Южном административном округе города Москва по адресу улица Кировоградская, дом 25, корпус 1, буквально в 5 минутах ходьбы от станции метро улица Академика Янгеля. Давайте пройдем и посмотрим поподробнее. Данное общежитие блочного типа. Каждый блок состоит из двухместной и трехместной комнаты с раздельными санузлами. Я предлагаю заглянуть внутрь и посмотреть, как же живут студенты. На первом этаже располагается бытовая комната, в которой находится несколько стиральных машин для общего пользования. На всей территории общежития РГГУ оборудована бесплатная сеть Wi-Fi для общего пользования студентов. Также на 10-м этаже располагается интернет-холл, где сейчас занимаются ребята. Чтобы получить доступ в интернет-холл, вам нужно обратиться к руководству студенческого совета общежития РГГУ. Для досуга студентов организована специальная музыкальная комната, в которой ребята могут собраться все вместе за чтением книг, прослушиванием музыкальных композиций или за настольными играми. Если в блоке сломалась сантехника, мебель или возникли проблемы с электропроводкой, то вы всегда можете оставить заявку в специальном журнале с указанием проблемы и удобным временем для прихода мастера. Но это уже совсем другая история. Места между студентами распределяются в зависимости от рейтинга поселения. Волны заселения производятся в зависимости от наличия свободных мест в общежитии РГГУ. Также стоит отметить, что студентам, проживающим в городе Москва, к сожалению, место в общежитии не предоставляется. Надеемся, что вам понравилось это видео и вы побольше узнали о нашей студенческой жизни. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и не забывайте делиться этим видео со своими друзьями, которые также собираются поступать в этом году.